Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. Вчера утром в 7:05 в районе Рогальны на юго-западном склоне Этны произошло землетрясение магнитудой 4,5. Очаг землетрясения находился на глубине 3,8 километра, поэтому сотрясения поверхности в эпицентре были очень сильными. По оценкам Национального института геофизики и вулканологии, интенсивность сотрясений достигала 6-7 баллов по шкале Меркалли. Землетрясение отчетливо ощущалось по всей территории Этны, особенно на южных и западных склонах вулкана, а также в целом по всему региону Катании, где во многих муниципалитетах в качестве меры предосторожности были закрыты школы. В городе Рогальна зафиксированы значительные разрушения, в том числе обрушение нескольких каменных стен и крыши дома. Менее значительные повреждения получили также здание ратуши и приходская церковь Санта-Барбары. Сообщается, что пострадавших нет. За основным толчком последовали 18 авторшоков, расположенных немного южнее между Рогальной, Бьянко-Виллой и Белпассо. Самый сильный толчок произошел через 2 минуты после основного события и имел магнитуду 2,7. На самом вулкане Этна в 13:12 в кратере Бокка-Нова произошло кратковременное взрывное событие. Выброс пепла продолжался несколько минут и быстро рассеялся. В провинции Северная Киву Демократической Республики Конго 3 марта произошла масштабная катастрофа на руднике Рубая, унесшая с жизни более 200 человек. Согласно официальному заявлению Министерства горнодобывающей промышленности, трагедия была вызвана мощным оползнем, который сошел во вторник после нескольких дней экстремальных тропических ливней. Гигантский массив земли со склона горы Газаса мгновенно обрушился на зону добычи, засыпав сотни горняков и членов их семей, проживавших в непосредственной близости от шахт. По предварительным данным поисково-спасательных служб, среди погибших опознаны около 70 детей, которые находились на территории лагеря в момент обвала. Десятки пострадавших с тяжелыми травмами были экстренно эвакуированы в медицинские центры города Гома, где врачи продолжают бороться за их жизни. Проведение спасательных работ затруднено из-за сохраняющегося риска новых обвалов и размытых дорог, ведущих к труднодоступному горному району. Данный район уже не первый раз становится эпицентром бедствия. Всего несколько недель назад, в конце января, на этом же руднике произошел аналогичный оползень, жертвами которого, по уточненным данным, стали более 400 человек. Повторяющиеся инциденты на Рубае, являющемся ключевым центром добычи колтана, свидетельствуют о серьезной геологической нестабильности почв, усугубляемой интенсивной бесконтрольной эксплуатацией недр и отсутствием современных систем укрепления. Правительство страны объявило траур в провинции и инициировало расследование соблюдения норм безопасности на рудниках Северного Киву. Жители нескольких провинций Турции наблюдали, как небо над страной осветил яркий болид, излучавший интенсивное изумрудно-зеленое свечение. Он был отчетливо виден в небе над Стамбулом, Бурсой, Сакарьей и прибрежными районами Черного моря. Необычный зеленый оттенок, по мнению астрономов, указывает на высокое содержание магния или никеля в составе сгорающего космического тела, которое вошло в плотные слои атмосферы на огромной скорости. Турецкое космическое агентство подтвердило факт вхождения метеороида в атмосферу, уточнив, что объект полностью разрушился на большой высоте, не достигнув поверхности Земли. Специалисты подчеркивают, что подобные события являются естественной частью взаимодействия Земли с межпланетным веществом и представляют огромный научный интерес для изучения химического состава малых тел Солнечной системы.
столице Парагвая, городе Асунсьон, разразился кратковременный, но крайне интенсивный шторм. Мощный грозовой фронт, сопровождавшийся шквалистыми порывами ветра и аномально сильными осадками, привел к мгновенному затоплению ключевых проспектов, превратив их в бурные потоки. Из-за специфики рельефа города и перегрузки ливневой канализации улицы за считанные минуты ушли под воду, что привело к затоплению легковых автомобилей и временной приостановке работы общественного транспорта. Сильный ветер стал причиной падения деревьев и рекламных конструкций на линии электропередач, в результате чего несколько крупных микрорайонов столицы остались без электроснабжения. Муниципальные службы спасения и подразделения пожарных оказывали помощь водителям, застрявшим в водных ловушках, и проводили расчистку проезжей части от поваленных веток. Несмотря на значительный материальный ущерб, официальных данных о погибших или тяжело пострадавших на данный момент не поступало. Национальное управление метеорологии и гидрологии выпустило предупреждение, что высокая атмосферная нестабильность в центральном регионе Парагвая сохранится, и призвало граждан избегать нахождения вблизи деревьев и хрупких конструкций во время порывов ветра. На стратегически важной трассе Артвин-Шавшат в северо-восточной части Турции массивный оползень и камнепад полностью заблокировали проезжую часть. Инцидент случился в районе деревни Сёгутлю после затяжных дождей, которые ослабили крутые горные склоны. Огромные глыбы скальной породы и сотни кубометров грунта обрушились на полотно дороги, сделав движение любого вида транспорта абсолютно невозможным. По счастливой случайности, в момент схода массы в эпицентре не оказалось проезжавших автомобилей, что позволило избежать человеческих жертв. Дорожная полиция немедленно перекрыла опасный участок, выставив блокпосты и перенаправив транспортные потоки, что привело к временным заторам на подъездах к горному перевалу. На место происшествия была оперативно стянута тяжелая инженерная техника, дорожники приступили к расчистке завалов, работая в условиях сохраняющегося риска повторных обрушений. Спустя несколько часов интенсивных работ специалистам удалось расчистить одну полосу и восстановить реверсивное движение, однако полная очистка трассы и укрепление склона продолжаются под строгим контролем геологов. Власти провинции Артвин призвали водителей проявлять предельную осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок по данному маршруту до полной стабилизации погодных условий. В прибрежной провинции Санта-Элена на западе Эквадора продолжительные осадки, характерные для активной фазы феномена Эль-Ниньо, спровоцировали резкий подъем уровня воды и разлив нескольких ключевых рек региона. Это привело к масштабным подтоплениям жилых кварталов и сельскохозяйственных угодий. Наиболее тяжелая обстановка зафиксирована в низинных районах муниципалитетов Санта-Элена и Ла-Либертад. Паводковые воды затопили дома, в некоторых помещениях уровень воды достиг 50 сантиметров. Из-за размыва дорожного полотна было временно парализовано движение на нескольких участках прибрежного шоссе Рута дель Спондулюс. Доступ экстренных служб к пострадавшим общинам стал практически невозможен. Спасатели провели эвакуацию жителей на лодках в пункты временного размещения в местных школах. Инфраструктура провинции понесла значительные потери. Зафиксированы обрывы линий электропередач, повреждения систем водоснабжения и многочисленные случаи гибели домашнего скота в сельской местности. Власти провинции объявили желтый уровень опасности, призвав население прибрежных зон избегать пересечения разбушевавшихся водных потоков. Официальных данных о погибших на данный момент не поступало, однако метеорологическая служба предупреждает, что риск новых ливневых фронтов в прибрежных провинциях Эквадора сохранится в течение всей первой недели марта. В филиппинской деревне Тагилон в провинции Замбоанга-дель-Норте вечером во вторник на берег выбросило огромные косяки сардин. Этот инцидент совпал по времени с полным лунным затмением, также известным как «Кровавая луна», которое началось около 19 часов по местному времени.
Местные жители, вооруженные ведрами и корзинами, поспешили на побережье, чтобы собрать неожиданный улов. Аналогичный случай в тот же вечер был зафиксирован в порту Галас, соседнего города Диполог. Хотя жители связывают явление с мистическим влиянием затмения, морские биологи и эксперты предложили более рациональные объяснения. Сардины, следуя за пищей в мелководные районы, могли потерять ориентацию из-за резкого изменения освещения во время затмения. Рыбу могли привлечь искусственные огни портов или населенных пунктов. В Ираке вчера произошло масштабное отключение электричества на всей территории страны. Министерство энергетики Ирака официально подтвердило полную остановку национальной энергосистемы и начало широкомасштабное расследование для установления точных причин инцидента, параллельно ведя экстренные работы по восстановлению работы ключевых электростанций. По данным Национального информационного агентства, сбой был вызван наложением нескольких факторов, основным из которых стал острый дефицит подачи газа на тепловые электростанции, что привело к каскадному отключению генерирующих мощностей. Ситуация усугубилась серией целенаправленных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Зафиксированы неоднократные повреждения высоковольтных линий. Наиболее тяжелый урон был нанесен электростанции имени Салах ад-Дина в городе Самара. В условиях отсутствия электричества в крупнейших городах страны, включая Багдад, Басру и Мосул, возникли серьезные перебои с водоснабжением и связью. Медицинские учреждения были вынуждены перейти на работу от автономных дизель-генераторов. Правительство Ирака заявило о принятии чрезвычайных мер по усилению охраны энергообъектов и мобилизации технических бригад для поэтапной запитки регионов. Однако полное восстановление стабильного энергоснабжения осложняется продолжающейся нестабильностью в районах прохождения ЛЭП и необходимостью сложного ремонта на пострадавших электростанциях. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.